Всем привет, с вами Ганзи. И это новая серия сюжета «Цепи судьбы». Как и обещал, при наборе 150 лайков и 150 комментариев я выпускаю 4-ю серию. Давайте не будем отбиваться от традиции на этот раз и опять. Для 5-й серии мы наберем 150 лайков и 150 комментариев. Но если вы сделаете больше, я буду только рад. И давайте уже начинать. «Цепи судьбы», 4-я часть. Глава 4. Обещание под грозовым раскатом. Часть 1. Обучение в академии началось. Я по-прежнему опаздывал, и даже не потому, что просыпал. Чаще всего носил вещи старичков, снимал кошек с деревьев, искал родителей, потерявшиеся малышни и так далее. По-моему, при рождении кто-то поставил на мне метку. Само собой, учитель ругался, нередко ставя меня за дверь с полными ведрами воды в руках. Вдобавок тренировки я не забросил, а это паршиво сказывалось на моем сне. Но все же обучение давалось легко. Только сейчас я осознал, как важны те основы, что нам давали в академии. Траектория полета сюрикена, угол закрутки и сила броска. Если все это понять, то можно умело побеждать врагов или устраивать им ловушки. Я взахлеб вычитывал нужные мне параграфы, хотя я и так многое знал на практике, но все же мне нужно было освежить память в новом теле. Поэтому, несмотря на то, что вечно опаздывал, табели с оценками у меня были хорошими. Почему не отличными? Да потому что, слишком выделяясь, я бы привлек ненужное внимание со стороны одноклассников, которые считали меня довольно неуклюжим лежебокой. Вот погодите, пройдет еще лет 20, и я, будучи Хокаге, нагружу вас работой, беззлобно думал я. Также мое соперничество с Какаши продолжалось. Можно было подумать, что я серьезно его ненавижу, но это лишь часть образа, который мне приходилось соблюдать. Пока никто не видит, я искренне радовался успехам своих друзей. Наши игры в Царя Горы поддерживают меня в тонусе, правда, надоело считать, сколько раз он победил. Вот ведь засранец. Так прошло полгода. Помимо теории, нам начали давать практику, и вот тут я начал жестко выделяться по собственной глупости. Тренировочный полигон. Ребят из моего класса вывели на урок. Сегодня мы проходили метание сюрикенов. Рин смотрела на огромные мишени и удивленно заявила: «Ух ты, они такие огромные! На самом деле, настоящий противник», – начал я, но не успел закончить. «Настоящий противник в разы меньше, да и к тому же двигается», – сказал Какаши, как всегда, монотонно и заумно. «Эй, я только хотел это сказать». «Да? Ну, ты долго мысли в слова преобразовываешь, не моя проблема». «Это ты меня так тормозом назвал, да?» – распалился я в привычной для меня манере. Но нужно было поддерживать образ. Но несмотря на все, в этот раз меня действительно немного задело. Как можно быть таким злобным зазнайкой в 5 лет? Да уж, возраст явно тебе не пошел на пользу, Какаши. Ну, хоть где-то ты проявил смекалку, Тубито. Не коверкай мое имя. Ребята, хватит, а то уже остальные смотрят, сказала Рин, вставая между мной и им. Какаши пожал плечами. Казалось, ему вообще было все равно, будто бы выдать нечто обидное – это словно сказать правду. Я выдохнул, слишком уж вжился в роль вспыльчивого мальчишки. Того и гляди, с кулаками на него брошусь, как бывало в далеком прошлом, в той жизни. «Так, дети», – начал сенсей, – «сегодня вы пройдете свою первую тренировку с метанием сюрикенов. Соблюдайте дистанцию, чтобы не пораниться, к мишеням подходить по одному. Самое главное – не переживайте. Даже если у вас не выйдет с первого раза, впереди еще много бросков. Верьте в себя и свои силы. Все понятно?» «Да!» – дружно ответили мы. Далее сенсей начал вызывать нас. «Какаши Хатаки, я, подходи к линии». Какаши послушно выполнил. Сенсей выдал ему сюрикен, тот спокойно взял его и тут же метнул прямо в десятку. Ну и все с удивлением зааплодировали. «Вау, Какаши, круто!» «Да, ты такой крутой!» Рин улыбнулась и тоже похлопала. Затем повернулась ко мне и сказала: «Круто, да? С первого раза?» «Ну да», – ответил я, легко улыбнувшись его успеху. Но после встряхнул головой и проговорил: «Ну, то есть ничего необычного.
Завидуешь? Вовсе нет, я тоже смогу. Тогда я буду болеть за тебя тоже, ответила Рин, немного склонив улыбающуюся мордашку в бок. Очень хорошо, ты прямо профи, Какаши, проговорил сенсей, не скрывая своей гордости. Не стоит, ничего особенного, учитель. Теперь иди к остальным. Есть. Какаши встал рядом со мной и Рин и посмотрел на мишени, после чего на меня. Мне кажется, или это вызов? Обита, учиха. Ну и вообще, глупо же соревноваться с ребенком. У меня опыта больше. Обита, учиха. Повторил еще раз мое имя сенсей. Я замотал головой, когда ребята дружно захихикали. Черт, задумался и стал объектом для смеха. Обита, слушай внимательно. Простите, сенсей, ты хоть правила не забыл? Вновь послышался легкий смех со стороны ребят. Я обернулся. Лишь Рин и Какаши смотрели на меня без улыбки. Особенно Рин. Она казалась взволнованной. «Да, сенсей, тогда возьми», – протянул он мне сюрикен. За спиной послышались легкие перешептывания. «Надеюсь, он хоть в сенсея не попадет. Хи-хи. Это же наш Обита, с ним вечно какие-то истории. Тише, а то он услышит». Да чего же дети злые, аж плакать хочется. Ладно, нужно быть умнее, в конце концов. Я взял сюрикен, он тут же аккуратно лег в руку. Опыт дает о себе знать. Рука плавно пошла от противоположного плеча, завершая бросок хлестким кистевым движением. Но тут мне даже думать не надо, я и так прекрасно знаю, куда он попадет. Треск древесины. Я попал в яблочко. Сенсей подошел и с трудом вытащил сюрикен. Он поправил свои очки и удивленно посмотрел на меня. «Недурно, Обита. Ты тренировался?» Нет, что вы. Просто такое хорошее объяснение на уроке давали». Ребята начали шушукаться. Только на этот раз смешков я не слышал. Вот это да! Попал в десятку. Может, он не так уж и плох? Я думал, Обита спит на уроках. Ребята, бьете в самое сердце. Очень интересно. Сенсей сделал заметку, а затем дал мне еще 2 сюрикена. Метни эти, будь добр. Машинально я схватил их и метнул в сторону мишеней. Результат очевиден. Снова 10 из 10. Шум усилился. Учитель почесал затылок и сказал: «Вот как, Какаши, подойди сюда». Тот послушно подошел. «Вы так меня удивили? Давайте проверим, как вы метаете 3 сюрикена одновременно». «Ну, если вы хотите», — ответил Какаши. «Да», — бодро поддержал я. Первым бросал Какаши. Его техника была еще не идеальна, а детские руки недостаточно крепкие. Но я видел, что тут замешаны кропотливые тренировки. Неудивительно, что он гений. Само собой, Какаши попал в цель. Звуки аплодисментов, вздохи девчонок. Популярность Какаши меня прямо-таки раззадоривает. Я решил выпендриться и метнул свои сюрикены с разворота на 180 градусов. Не знаю, что на меня нашло, но, наверное, просто такие детские комплексы взыграли. Одноклассники зашумели еще сильнее. Их так легко впечатлить. Учитель удовлетворенно качал головой. «Очень хорошо. А теперь последнее. 5 сюрикенов». Он тут что, в игрушки играет? Чего это ему так интересно за нами наблюдать? Я посмотрел на Какаши, в его глазах читалось секундное сомнение. Увидев мой взгляд, он слегка нахмурился и проговорил: «Смотри и учись». «Ну, только не промахнись, учитель», – язвительно выдал я. Какаши метнул сюрикена, вновь я следил за его рукой. В последнюю секунду крайне левый сюрикен сдвинулся на миллиметр. Никто бы этого не заметил, но мы оба с ним знаем, что произойдет. Хруст. Все метательное оружие попало в цель, но последний сюрикен воткнулся правее от центра в ближнем кругу. Какаши злобно цыкнул языком. Для него это что, так много значит? Сенсей похлопал его по плечу и проговорил: «Поразительно, Какаши, в твоем возрасте так метать — это просто невероятно». Но было видно, что лицо Какаши опечалено. Я много раз видел его в самых разных ситуациях. Для него, сына Белого Клыка, это был колоссальный просчет. По факту он уже считал себя побежденным. «Давай, Обита, покажи свой навык», – проговорил сенсей с теплой улыбкой. Я встал на линию. Краем глаза посмотрел назад. Рин стояла, сложив ладошки на груди. Она явно была заинтересована и взволнована, но больше меня удивило его лицо. До этого безжизненное и холодное, оно вдруг стало немного нервным.
Он быстро переводил зрачки, смотря на то, как я держу сюрикены в руке. Какаши, ты боишься проиграть? Так волнуешься за то, что это может быть твое поражение? Я никогда не видел его таким. Наверное, это потому, что вечно проигрывал. Выходит, это просто нечестно по отношению к нему. Отвернувшись, я закрыл глаза. Все ясно. Да будет так. Открыв их, я метнул сюрикены. Все затаили дыхание. Звуки удара о древесину. «Обита!» – вскрикнул сенсей. Он прижался к забору. 3 сюрикена торчали в досках, недалеко от его головы, торса и паха. Да, так будет лучше для всех нас. Я не могу с ним так поступить. Не в этот раз. Какаши. Послышался сильный смех со стороны ребят. «Ха, я так и думал. Но это же Обита. На секунду я подумал, что он лучше Какаши». Сенсей выдернул орудие из досок, подошел ко мне с грозным видом. Я неловко улыбнулся. Учитель выдохнул, похлопал меня по плечу и сказал: «Прости, что накричал. Это моя вина. Я слишком увлекся. Ты отлично справился». Спасибо, сенсей. Беги к остальным. Да. Так, следующий Асума Сарутоби. Асума вернулся на свое место. Рин захлопала в ладоши и сказала: «Ух ты, Обита, это было круто?» «Да, я же так плохо бросил. Это лишь один раз, но невероятно, как ты много попал, почти как Какаши». Я нарочно изобразил грусть, чтобы она меня похвалила. Еще бы с ним не сравнивала. Какаши смотрел на меня пристально, затем опустил голову, засунул руки в карманы и сказал: «Уж не знаю, что помешало тебе попасть, но в следующий раз постарайся». «А? Это ты меня так похвалил? Понимай, как хочешь», – заявил он, вернув свой привычный холодный взгляд. Я ухмыльнулся и посмотрел на мишени. «Будь уверен, в следующий раз я тебя одолею». Хмыкнул Какаши в пустоту. Прошло время. С тех пор я стал замечать, что Какаши взялся за дело серьезно. На уроках он проявлял больше интерес. На переменах ему вызов бросал все время этот вечно неунывающий Майтагай. За этими боями было действительно забавно смотреть. Я и Рин дружно поддерживали эти односторонние поединки, особенно Рин. Обычно Какаши хватало 2 или 3 удара для победы, но с каждым разом их бой стал затягиваться на все более длительное время. В какой-то момент меня даже стало восхищать упорство Майта. Ходили слухи, что его взяли во вторую волну, то есть решение о его зачислении принимал лично третий. Этот парнишка ужасно плохо владел ниндзюцу, но его физические данные лишь росли. Один раз, когда они сражались, я заметил, как Майта предпринял довольно неожиданный удар с разворота. Какаши едва его не пропустил. Это показалось мне довольно интересным. Думаю, я стал понимать, как Какаши научился просчитывать удары. После школы попрощался с ребятами и побежал на свое место для тренировок. Удар с разворота, что я практиковал, должен был мне помочь. На предстоящем тесте по традиционному спаррингу пришлось собрать себе манекен. В основании я воткнул прочные палки, которые двигались при ударе, и таким образом мне придется уклоняться от них. А раньше в рукопашной схватке я применял фронтальные атаки, довольно редко думая об уловках, и это приводило к частым травмам. Сейчас же, помимо навыков из той жизни, я могу научиться новым. Тренировка затянулась, но в конце концов мне удалось отработать удар с разворота из разных позиций. Также я выучил еще несколько приемов и был с собой доволен. Множество ударов я в принципе знал, но это мое новое, так сказать, тело не было натренировано должным образом. «У тебя тут настоящий полигон для тренировок», – проговорил знакомый голос. Я обернулся. Сакума Хатаки стоял, опираясь плечом о ствол дерева. «Господин Хатаки, не ожидал вас здесь увидеть». «Привет, Обита. Да, я только задание решил срезать путь до дома, а здесь увидел тебя. Очень радует, что ты тренируешься». Спасибо. Я хочу стать лучшим шиноби, а потом и Хокаге, поэтому мне некогда отдыхать». «Вот как? Отличный настрой, даже заразительно, я бы сказал». В каком смысле? Какаши нынче тоже много тренироваться стал, все после того урока по метанию сюрикенов. Что там произошло?» Я отвел взгляд, не знаю, стоит ли ему это говорить. Не хотелось, чтобы Какаши чувствовал себя неловко перед отцом. «Да ничего необычного, он, как всегда, был лучше остальных. Хоть мне это и не нравится,
придется признавать, ваш сын молодец. Хоть ты так говоришь, но голос твой отнюдь не завистлив, Обита. Знаешь, я более чем уверен, что дело именно в тебе». Отец Какаши прищурился и проницательно посмотрел на меня. Черт, я загнан в угол, нужно как-то отвертеться. Думай, Обита. «Еще бы!» – воскликнул я наигранно. «Я ж обещал, что абсолютно точно одолею его». Лицо Сакума на несколько секунд потеряло привычную доброту, но потом оно вновь вернулось. «Вот как? Здоровое соперничество лишь укрепляет дружбу. Знал, что на тебя можно положиться. Думаю, вы правы. Эй, Обита, ты не хочешь провести со мной спарринг?» «С вами?» – в ужасе спросил я. «Да у меня и шанса нет». «А? Ты же несколько минут назад говорил, что хочешь лучшим шиноби стать». «Ну да, но...» «Тогда тебе надо противника посложнее, чем эта кукла». Сакума прав, это уникальный опыт. Белый клык листа. Увидеть его в действии и выжить – огромная редкость. «Что ж, я согласен, только не думайте, что буду поддаваться», – сказал я и улыбнулся. «Ого, тогда и мне стоит быть серьезнее. Нападай». Прошло минут 10. Выкрикнул я и вновь напал. Мы и вправду уже дрались минут 10. Все мои атаки Сакума читал с непринужденной легкостью. Мой рывок в этот раз был нацелен на обмануть его. Отец Какаши резко присел и совершил быструю подсечку, надеясь сбить меня с ног. Я подпрыгнул и ударил в воздухе левой ногой, надеясь попасть ему в голову. Сакума даже не смотрел на меня. Его правая рука рефлекторно поднялась, а мышцы верхней трети плеча прикрыли голову. Я на секунду завис в воздухе, но ему хватило этого, чтобы воспользоваться преимуществом. Сакума тут же ударил меня ладонью правой руки прямиком в живот. Волна боли прокатилась по телу. Дабы смягчить, я выдохнул, погасив часть энергии, выложенной в этот прием. Меня откинуло, я пролетел несколько метров, сгруппировавшись и делая перекаты. «Неплохо, Обита, ты умело наблюдаешь за моими действиями. Мне ни разу еще не удалось применить один прием дважды. Для ребенка у тебя слишком хороший глаз». «Ха, да, правда?» – усмехнулся я, вытирая пот со лба. «Я ведь учиха. Глаза – это наше преимущество. Что ж, тогда докажи, что твой клан не зря считается одним из лучших в деревне». Взгляд Сакума был слишком внимателен. Кажется, он вошел в раж. В самом начале нашего спарринга он действовал лениво и старался не касаться меня. Неужели пытается проверить? Все его многозначительные взгляды и фразы правда настораживают, хотя истинный шиноби никогда не недооценивает своего противника, даже если тот ребенок. Я выдохнул. Если он хочет посмотреть на настоящий бой, то я не буду сдерживаться. Я перевел часть чакры в стопы и дал себе ускорение. Сакума на секунду опешил, но тут же встал в стойку. Я совершил ложный замах. Мой противник ударил навстречу, надеясь остановить меня, но я на полной скорости совершил разворот на 180 градусов в прыжке и ударил в брешь в его защите. Кулак ощутил плоть левого бока. Сакума издал глухой звук. Локтем левой руки он ударил мне по предплечью, а ладонью правой надеялся попасть в голову. Я сбил ее левой ладонью, слегка отогнул корпус назад и вновь ударил правой, целясь прямиком в солнечное сплетение. Однако господин Хатаки легким движением корпуса увернулся. Я слишком вложился в этот удар, и инерция меня слегка понесло вперед. Сакума схватил меня за кисть, надеясь провести бросок. Ему это удалось, но когда я падал, то зацепился за его руку и, упираясь ногами в грудь, при падении сам перекинул его через себя, воспользовавшись физикой и его неустойчивым положением. Медлить было нельзя. Я тут же вскочил и обернулся, но было поздно. Последнее, что я увидел, это пара черных глаз и ладонь, что резко ударила меня в живот. Я открыл глаза. Спина ужасно ныла от боли. Рядом сидел Сакума и смотрел в небо. Что произошло? «О, Обита, прости меня, тебя отнесло к стволу дерева, и ты вырубился. Я так испугался, что ты ранен, но, к счастью, повреждений нет». «Поздравляю вас с победой». «Победой? Не смеши. Если бы ты был повыше и чуть больше массой, то я бы получил довольно серьезные травмы. Ты очень меня удивил, Обита».
Слышать от вас похвалу – это честь для меня», – ответил я, немного сползая вниз на мягкую траву. «Это был очень интересный бой, будто бы я дерусь с опытным шиноби. Воистину, нынешнее поколение детей удивляет меня все больше и больше. Сначала мой сын, теперь ты. Думаю, скоро вы станете достойной заменой». «Ну, для начала нужно больше тренироваться, я думаю», – ответил я, срывая соломинку. Мы пролежали молча несколько минут, затем Сакума встал, отряхнулся и протянул мне руку. Я взял ее и поднялся на ноги. «Благодарю вас за тренировку. Для меня это был бесценный опыт», – проговорил я и поклонился. «Для меня тоже, Обита. Ты не против, если я время от времени буду заглядывать сюда, возвращаясь с миссии?» Конечно. Для меня будет честью, если вы меня чему-то научите». «Брось ты кланяться», – неловко засмеялся Сакума, почесывая затылок. «Ты способный парень. Мне нравится твой ход мыслей, твоя тактика. Ты и Какаши в оба мыслите нестандартно и на несколько ходов вперед. Поэтому я считаю своим долгом помочь вам всем, чем смогу. Большое спасибо. А теперь, если простишь, я отправлюсь домой. Хочу увидеть Какаши, а то совсем давно не виделись. Уверен, он будет счастлив», – с улыбкой на лице проговорил я. Сакума махнул рукой на прощание. Было видно, что он слегка держится за бок, куда я нанес удар. Видимо, новые приемы довольно эффективны. Хотя я абсолютно уверен, что он не использовал и половину истинной силы. Его движение, взгляд, защита – это лишь базовые движения, доведенные до автоматизма. Я точно знаю, что это была проверка, поэтому и совершил несколько неуклюжих движений в самом конце. Будет странно, если я слишком выделюсь. Да и чего таить. Детское тело чисто физически не может нанести такого урона. Тяжело, черт побери, быть малявкой. Время шло неумолимо. Каждую ночь я засыпал с мыслью о том, что попросту не успеваю. Утром, глядя на календарь, приходило осознание, что отныне это гонка со временем. Неумолимая битва, напоминающая партию в сёге. Неважно, какое у тебя преимущество, один неверный ход и партия может быть проиграна. От всего этого я стал хуже спать. Мне часто снились кошмары, картины из прошлого. Я вскакивал, пот хлестал градом. В такие минуты мне хотелось умереть. Слезы лили из детских глаз ручьем. Я ничего не мог поделать. Садясь на подоконник, я гладил соседского кота, который часто приходил по ночам посмотреть на свет луны. Делаю ли я благо? Изменит ли мое существование этот мир? Однажды я уже дал обещание, которое не сдержал. Их смерть, и я не смогу этого вынести. Вслух проговорил я. Кот посмотрел на меня одним открытым глазом и, словно чувствуя боль на сердце, замурлыкал, сев ко мне на колени. Ты меня жалеешь, да? Знаешь, ты очень добро рассидишь с таким негодяем, как я. Котик промяукал, поддатливо подстраиваясь под мою руку. Да ты не думаешь об этом. Ты просто делаешь все, чтобы проявить ко мне все свои кошачьи чувства. Я выдохнул. Маленький пушистый комочек уснул у меня в ногах. Ему не важно, что я чуть не разрушил этот мир. Для него я лишь мальчик, который не стал его обижать. Он не судит меня, а лишь смотрит на мои поступки здесь и сейчас. Знаешь, ты прав. Мысли о том, кто я, бесполезны. Я встал на этот путь, чтобы попытаться исправить все то, что натворил. И не время распускать сопли. Она верит в меня и ждет где-то там. Я вытянул руку вверх к звездному небу. Пройти этот путь тем Обита, которым я всегда хотел быть. Вот моя цель. И пусть эти кошмары будут шрамом на моем сердце. Ведь так я никогда не забуду и буду стараться следовать своему пути. Вот только найти бы его. Я взял кота домой. На улице было довольно зябко, а он явно решил погреться. Так мы и уснули с ним в обнимку. В ту ночь кошмары больше мне не снились. Я начал готовиться к выпуску. К счастью, в этот раз учителя отмечали мои успехи. В один момент я даже начал забываться и действовать чересчур смело. Так случилось в один из дней. Тренировочный бой. Сенсей объявил нам условия. Так, первыми будут Какаши и Обита. Вы, как довольно успешные ученики, покажете всем пример, сказал сенсей, гордо кивая головой. Меня впервые назвали успешным учеником, даже несмотря на то, что мыслью я зрела. Такая похвала за труды мои подняла планку важности внутри меня. Как же глупо
глупо выглядит моя дурацкая улыбка. «Чего это ты так ухмыляешься?» – спросил Какаши, холодно смотря на меня. «Теперь не только ты такой уникальный», – ответил я, совершенно не подумав. «Тебе так нравится задирать нос? Или ты просто красуешься?» Я опешил. Он ударил в самую точную из всех версий. Лицо залилось злостью, стыдом. Я выдохнул и ответил, стараясь сохранить спокойствие. «Наверное. Но сейчас самое время доказать, что это не просто хвастовство. Ты ведь тоже ждал этого дня, Какаши?» Он отвел взгляд, под маской его губы слегка задергались. Господин Хатаки говорил, что Какаши стал чаще тренироваться, и сейчас наступил тот день, когда он может вернуть утерянное самоуважение. «Только не думай, что я тебе поддаваться буду. Я на это надеюсь», – ответил я, кивая ему головой. Сенсей встал между нами и громко сказал: «Сложите печати. Тейрицуно Ин. Печать конфронтации. Это дань традиции, уважение к противнику. Мы с Какаши сложили их. Это означало то, что мы взываем друг друга на поединок. Приготовились. Бой!» Какаши тут же понесся в атаку. Мощный удар правой прямо в грудь. Я едва умудрился парировать. Какаши тут же нанес еще один. Его рука напоминала хлыст. Мне пришлось наклонить корпус назад, но скорость удара была столь велика, что мой подбородок почувствовал резкую волну боли. «Достал? Черт!» – подумал я, делая отскок назад. Давление не прекращалось. В той жизни он не был таким активным, но сейчас этот прессинг просто не дает и шанса собраться с мыслями. В один прыжок Какаши совершил удар в прыжке ногой, при этом сделав разворот на 360 градусов. Это мой шанс. Я пригнулся, нога Какаши просвистела у меня над макушкой. Использовав этот момент, совершил я нижнюю подсечку. Мой оппонент, который едва соприкоснулся с землей, еще не имел твердой опоры. Его детское тело начало лететь навстречу земле, но в последний момент он выставил руки, оттолкнулся ими и сделал скачок назад. Бой с господином Сакума научил меня, что нельзя давать противнику передохнуть. Какаши это тоже знал, поэтому, что есть мочи, оттолкнувшись от земли, с низкого старта помчался мне навстречу. Мы вновь схлестнулись. Наши руки сплелись в единый узел. Каждый искал момент, чтобы обойти блок оппонента. Его глаза быстрыми движениями скользили по моему телу. Я знаю, что он легко просчитывает на 10 ходов вперед. «Давай, Какаши!» – кричали девчонки. «Парни, вы крутые!» – кричали мальчишки. Мои зубы скрипели. Хоть он и был младше, но силы в его теле было невероятно много. Я начал работать коленями прямиком в его торс. Как ожидалось, Какаши машинально перевел одну руку, чтобы сбить серию моих ударов. Тогда я смог оттолкнуться, и моя левая нога с огромной скоростью приближалась к его голове. За секунду до удара он поймал ее. Я мерзко улыбнулся. Его руки были для меня своеобразным упором. Я подпрыгнул и впечатал правую ногу прямо в лицо Какаши. Его спасло лишь то, что он поставил руку. Его тело отлетело на пару метров вбок. Поднялся стол пыли. Я вытер кровь с подбородка. В этот момент Какаши вылетел и нанес мне серию ударов в грудь. Боль пронзила мышцы. Я заметил, как на его скуле красуется хорошая полоска крови. Мы вошли в раж. Удар за ударом. Снова и снова мы то сталкивались, то отскакивали, чтобы перевести дух. В последней атаке мы вновь сошлись, почти не блокируя ударов, просто обменивались тумаками. Какаши заблокировал мой удар с правой и уже контратаковал своей правой, целясь мне в лицо, но я парировал, совершил разворот вокруг оси и нанес рассекающий удар локтем сверху, целясь в нервное сплетение его предплечья. Какаши схватился за руку, но не отступил. Удары ног в бедро, а затем в левый бок немного вывели меня из равновесия. Подпрыгнув, я ощутил мощный удар сердца в груди. Черт, я попался! Это был его любимый прием. Как только я приземлился, то попытался разорвать дистанцию ударом ноги, но Какаши увернулся и подсек ногу, на которой я совершил упор. Далее нанес 2 удара в левую щеку. Меня развернуло. «Это конец!» – сказал он так, что слышал лишь я. В этот момент я открыл глаза. Мир Камуи. Мои руки, они в крови. Я повернул лицо к Какаши. Взрослая его версия неслась на меня. Он глядел моим глазом, отмечая все мои движения. «Та битва? Нет, нет, нет! Это не конец!» – крикнул я. Я немного пригнулся, чтобы рука Какаши не впечатала меня в землю, и с разворота влепил ногой в лицо друга. Мой удар
фактически пришелся полной стопой. Я видел, как взрослый Какаши катится по холодному камню мира Камуи. Мое тело само подскочило вверх. Увернется, он увернется, лихорадочно думал я, но Какаши не увернулся. Он лежал на земле. Почему? Вставай, Какаши! Обита! Крикнула Рин. Я очнулся. Тот мир исчез. Я вновь стал собой. Резко дернул ногу, чтобы не зацепить Какаши. Она впечаталась в землю, оставляя там дыру. Мое дыхание участилось. Глаза лихорадочно бегали из стороны в сторону. Я подбежал к Какаши. Тот открыл глаза. «Какаши!» – с испугом произнес я. Ты победил», – проговорил он, отводя взгляд и сжимая руку в кулак. Сенсей поправил свои очки. Его губы пытались что-то сказать. Ребята тоже стояли шокированные происходящим. «Победил Обита Учиха! Сложите печать примирения!» Мои руки дрожали, и я протянул сложенную печать Какаши. Он посмотрел на меня несколько секунд, а затем сделал то же самое. Он сильно сжал мои пальцы. Я испытывал боль, но не физическую. Нет, я осознал, что внутри меня все еще живет тот Обита. Когда мы встали и ребята окружили нас кучей, Рин подошла к Какаши и подала ему платок. «Какаши, ты как?» – спросила она, испуганно глядя на него. Он не ответил ей. Вместо этого он спросил меня, скрипя зубами. «Откуда ты знал? О чем ты?» «Спиной. Ты стоял спиной. Ты не мог знать этого удара. Подобное невозможно чувствовать, если ты уже не видел такого приема». Я сделал 2 шага назад. Все внутри меня колотилось. Ведь это тот бой. Когда я хотел убить Какаши, то вспомнил все эти движения, все наши тренировки в той жизни. Он часто его использовал. Я настолько заигрался, что просто не учел этого факта. Я просто тренировался. Ты же просто слабак, ответил он, сжимая кулаки сильнее. Хвостун и лентяй. Как это произошло? Я посмотрел на Рин. Она глядела на меня глазами, полными испуга. Да и не только она. Все ребята не подходили ко мне близко, а держались возле Какаши. Прости меня, Какаши! Негромко выкрикнул я, убегая прочь. «Обита, подожди!» – крикнул учитель. «Стой, Обита!» – слышал я голос Рин. Я бежал по улицам. Уйти как можно дальше. Боль. Это всепоглощающая боль. Что же я натворил? Я ничуть не изменился. Ради победы я был готов убить друга? Да, Обита, ты ведь ни перед чем не остановишься. В тот момент ты перестал видеть в нем друга. Да, хотел прикончить его, доказать свою силу. Как же я ненавижу себя! Кровь смешалась с потом, во рту стоял стойкий привкус железа. Я выскочил в лес, перед глазами все мелькало, мысли путались. Вдруг за воротник меня схватило что-то. «О, тормози!» – сказал голос. Я пытался вырваться, повернулся, желая выбить руку задержавшего меня, но передо мной стоял господин Хатаки. Он был изрядно испачкан в пыли и песке, и его глаза смотрели на меня с недоумением. Взглянув на это доброе лицо, которое напоминало мне друга, я не выдержал, и из глаз полились слезы. Почему я плачу? Почему? Мой разум все понимает, но я не могу остановиться. «Обита, что случилось? Почему ты такой побитый?» Господин Хатаки, я так виноват, твердил я почти навзрыд. Его глаза тут же округлились, и он прижал меня к себе. Я плакал ему в жилетку, как самый настоящий ребенок. Да, может, внутри я и взрослый, может, имею воспоминания, но несчастное детское тело, мозг ребенка, они не способны так переносить все это. Накопившаяся волна отчаяния, что столько гложет меня по ночам, она вырвалась в отчаянном детском крике. «Тише, я не знаю, что тебе пришлось перенести, но сердце подсказывает мне, что тебе очень тяжело. Твои глаза полны страдания. Мне знаком этот взгляд, Обита», – ласково проговорил Сакума, поглаживая меня по голове. «Простите, я не хочу плакать, не хочу кричать, но просто не могу», – честно выдал я. «Знаю, ты намного сильнее и взрослее, чем выглядишь. Это я подметил с первой нашей встречи. На твоих плечах лежит какое-то бремя. Я прав?» Я не ответил, просто не могу сказать правду ему. Отец Какаши ни при чем. Я просто ребенок, что всегда мнил себя взрослым. Я думал, что играю роль, чтобы себя не выдать,
Но, как оказалось, это была вовсе не игра. Я всегда был таким эгоистичным детем с манией величия и самомнения. Прикрываясь благородной целью, я лишь искал причины оправдать свою борьбу с лучшим другом, реализовать то, что упустил тогда. Я жалок. Я не заслужил этого шанса. Давай-ка присядем, и ты мне все расскажешь. Ага, хорошо. Я медленно рассказал всю ситуацию с Какаши. Конечно, ничего не сказал о том, кто я и чем отличаюсь от остальных. Разум вновь взял контроль над чувствами. Детское тело этого обита опять перешло под мой контроль. Спокойное и плавное рассуждение. Ничего нового. Вот как? Ты одолел его? Да. И что он? Его взгляд был полон ненависти. Но мне не важно, ибо я это заслужил. Даже так? Это самокритично. Не в этом дело. Я чуть не убил его. Убил? Да, я вложил в удар самые темные эмоции, будто бы забыл, что Какаши мой друг и товарищ, и вспомнил. Я осекся. Сакума внимательно всмотрелся в меня. Вспомнил что? Вспомнил наше соперничество. Решил, что я буду выше, сильнее, а выходит, я просто мусор. Выдал я в попытке вновь скрыть факт своего перерождения. «Эй, не говори так! А как иначе?» – воскликнул я. «Я перевел обычную тренировку в смертельный бой, а в итоге, что я хотел доказать? Кому? Все мы в Конохе одна семья, а я забыл об этом. Такие шиноби, как я, приносят лишь беды товарищам». «Могу тебя понять», – проговорил Сакума, глядя на свои руки. «Мы, шиноби, часто выключаем эмоции, чтобы выполнить миссию. Часто многие из нас бросают даже своих товарищей ради выполнения задания. Мы убиваем, совершаем похищение, даже не думая о последствиях. Потом хороним, оплакивая погибших братьев и сестер. Но ты не мусор, Робита. Тот горячий поток слез не был ложью. Как бы ты ни убеждал себя в том, что негодяй, таким ты не являешься. Даже если в твоей душе есть что-то темное, это не значит, что ты стремишься таким стать. Туда, куда падает свет, непременно следует тень, следует тьма. Конечный выбор всегда стоит лишь за тобой, на какой стороне остаться. И я верю, что свет внутри тебя не даст потеряться во тьме. Понимаю, в душе есть что-то, что ты скрыл от остальных глубоко-глубоко, чтобы никто не поранился, но знай, друг не откажется от тебя только потому, что ты где-то оступился. Уверен, Какаши просто переломил наконец-то свою гордыню и признал тебя. Также не дай его усилиям пропасть. Прими себя и найди новый путь, а те, кому ты дорог, обязательно тебя поддержат. Ведь при той нашей встрече ты сам до меня донес эту мысль». Сакума прикрыл глаза и оперся о ствол дерева. Он прав. Я изменил историю, но надеялся, что могу жить привычным образом, быть тем обита, но я не он, я другой. Пройдя через тьму, я не без помощи друзей вернулся к свету. Хоть раны и печаль от собственного предательства и эгоизма все еще будет моей тенью, но я должен перестать идти тем путем и выбрать новый, меняя судьбу. Будь готов к последствиям. Так ведь сказала сущность. До этого я только убегал, надеясь жить как раньше. Теперь же я отвечу. Пока со мной моя семья, мои близкие, я смогу стойко переносить испытания и выгнать этот кошмар из себя, освободиться от страхов и сомнений. Спасибо вам, господин Хатаки. Сегодня я понял нечто важное. Да? Фу, я так волновался, что скажу что-то не то. Он звонко засмеялся. Я посмотрел на его руки, на них была запекшаяся кровь. Сакума заметил это и проговорил тише. Я тоже имею чувство, что совершаю ужасные вещи. Мы шиноби, и, к сожалению, не только щит, но и оружие, которое должно действовать без осечек. Вам нет нужды оправдываться. Я не тот, кто будет судить вас. Нет тех, кто совершает ошибок. Да, мы всегда будем жить с ними, вспоминать иногда, терзать себя, но именно это и отражает нашу человечность, дает нам видеть иные пути решения проблем. Так ведь? Я-то думал, что я тебя успокаиваю,
Но оказывается, это ты помогаешь мне. Простите, извинился я, осознавая, что поумничал не к месту. Обита, интересный же ты парень, ответил он, поднимаясь. Какие же еще сюрпризы ты преподнесешь этому миру? Ну да ладно, мне пора, хочу увидеть сына. Понимаю. Думаю, сегодня хорошая погода, чтобы подумать под тенью листвы. Как считаешь? Да, полагаю, сейчас это хорошая идея. Сакума ткнул легонько мне кулаком в грудь и сказал: не забудь прислушаться к тому, что у тебя есть. Поверь, не все можно понять разумом. Да, Сакума улыбнулся, а затем исчез. Я остался один. Но теперь внутри меня идет решающая борьба, которую я не намерен проигрывать. Все мои размышления прервал сон. Тело устало, а голова переосмыслила столько вещей, что я просто-напросто уснул. Черт, какой же я безответственный. Когда открыл глаза, то увидел перед собой Какаши. Он стоял и смотрел на меня тем же привычно холодным взглядом. Какаши? Что? Как давно ты тут? Давно. Ты чудовищно сопишь. Кошмар какой-то. Тебе заняться нечем, кроме как пялиться на спящего меня. Вот я еще. Я вскочил. Почему он тут? Наверняка господин Хатаки сподвиг Какаши прийти сюда. Его лицо было тоже побитым. На скуле виднелся пластырь. Уверен, Рин хорошо о нем позаботилась. Послушай, я хочу извиниться? Да, я так виноват. Ни к чему мне твои извинения. И жалость твоя не нужна. Резко отрезал он. Я опустил голову. Как же мне ему сказать? Но, проговорил он тише, почесывая затылок, я хочу сказать тебе, что признаю тебя. Что? Что слышал? Повторять не буду. Раньше я считал тебя ни на что не способным неудачником, который только и может что мечтать. Ты всегда хвалился своими глупыми идеями, что будешь Хокаге, вечно проигрывал и не учился на своих ошибках. Я сжал кулаки. Он прав. Таким я и был. Однако сегодня ты показал всем, чего стоишь на самом деле, что твои слова – это не пустой звук. Ты теперь не неудачник, а Обита Учиха, будущий шиноби Канохи. Какаши? Спасибо, ответил я, неловко улыбаясь. Не надумывая лишнего, это не похвала, я просто осознал это и говорю правду. Все мои слова не означают, что теперь мы друзья или что-то вроде того. Я все еще думаю, что твоя победа – череда случайностей. Но я не верю ни в удачу, ни в случайность, поэтому считаю твою победу заслуженной. И теперь уже я, Какаши Хатаки, покажу тебе, что не стоит меня сбрасывать со счетов. Очень скоро ты это поймешь. Мы стояли друг напротив друга. Наши глаза загорелись пламенем. Я не читал в них ненависти, злобы или обиды. Он, как всегда, смог понять все раньше меня. Ты так и остался лучшим из нас двоих, мой друг. Я вытянул кулак в его сторону и сказал: «Надеюсь, это обещание, Какаши». Он саркастично закатил глаза, но после нескольких секунд вытянул руку и столкнулся со мной своим детским кулачком. «Это обещание, так что запомни его, когда проиграешь в следующий раз». Еще посмотрим. Домой мы шли вместе. Да, не проронив ни слова, но они нам не нужны были. Мы оба понимали, что наконец-то перешагнули через себя. Он через гордость и предубеждение, я через ложь и самоуверенность. Как теперь повернется к нам судьба? Не знаю, но я приму от нее любой удар и урок. «Ну, это, я направо». «Ага», — ответил он. «Какаши, ну чего еще? У тебя замечательный отец, вы с ним очень похожи». «А? С чего это ты о моем отце заговорил?» — вопросил он, немного смущаясь. «Да так, просто», — ответил я, засовывая руки в карманы и уходя вдаль. У самого дома стоял знакомый силуэт, маленькие ножки ходили по плитке. «Рин?» – удивился я и подбежал к ней. Она посмотрела на меня строго и холодно, затем дала мне по щеке ладонью. Лицо сразу же отдалось волной боли. «Ай-яй-яй, за что? Ты дурак, самый настоящий дурак!» Я опомнился. Да, она ведь тоже откликнула меня тогда. «Прости», – тихо проговорил я. «Убежал, не дал даже слова сказать. А раны твои, посмотри на себя». «Я виноват, но мне нужно было, пойми». «Нужно? Зачем? Я думала, что вы с ним просто играете. Почему вы такие глупые мальчишки? Вечно деретесь, цепляетесь друг к другу. Мы же друзья». «Друзья», – тихо проговорил я. «Рин? Когда ты смотришь на Какаши, твои глаза так блестят, словно у тебя вот-вот перехватит дыхание». «А?
к чему это ты?» – озадаченно проговорила она. «К тому, что... Скажи, тебе нравится какаша?» Рин замолчала, а затем отвернулась. Все ясно. Та Рин, что ждет меня, прошла со мной иной путь. И нет нужды делать вид, будто бы она все та же. Теперь это другой человек, особенно после того, как я стал менять историю в свою сторону. Ведь и я, по сути, не тот Обито-учиха. Понимаю. Знаешь, все время я хотел тебе понравиться, но все обернулось лишь в этот идиотский мой поступок. Слушай, Рин, присматривай за мной, пожалуйста. Ты можешь меня не любить или даже ненавидеть, но я знаю, что ты очень добрый человек. Пожалуйста, присмотри за мной, чтобы я не сбился с пути, не сделал больше такой глупости, а я буду стремиться сделать тебя счастливой даже я не мог закончить. Мне хотелось, чтобы она была счастлива, даже если это буду не я, в конце концов, меняя судьбу. Будь готов к последствиям, как я уже вспоминал сегодня. Я уже хотел войти в дом, как она меня остановила. Это так, я и правда, не дав ей закончить, я грустно выдохнул и сказал: «Вот как, тогда я не буду мешать». «Стой», — сказала она, поворачиваясь вся в слезах. «Я и правда полюбила какаши тогда, но почему? Почему я не могу этого сказать сейчас? Ты раньше был совсем иным, Обито. Ты вечно дурачился, вел себя как друг, лучший друг, но я увидела тебя в лесу и даже была у тебя дома, когда не могла найти. Каждый твой взгляд, каждое слово, что ты мне говорил, я чувствую, как тебе больно. Почему ты просто не можешь сказать прямо?» Прямо? Всю мою жизнь она смотрела на какаши как на героя. Ее любовь основывалась на нечто ином, чего я не мог понять, потому что вечно дурачился и трусил, так же, как и не мог понять, почему она выбрала меня, предателя, убийцу и обманщика. Если Рин пойдет за мной, то познает лишь боль. Потому что я трус. Мне и тогда не хватило смелости сказать это раньше, сказал я медленно и холодно. Тогда это не так важно. Хочешь услышать правду? Тогда я скажу. Рин, я вечно буду любить тебя, что бы ни случилось. Даже если ты будешь не со мной, я буду рядом, потому что ты была рядом со мной. Я осекся, вставляя воспоминания из той жизни. Да и пусть, к черту эти игры. Ты единственная, кто всегда принимала меня таким, какой я есть. Да, я дурак, да, самонадеянный, но ты верила мне. Я полюбил тебя. Рин опустила мою руку и сделала пару шагов назад. Ее ладошки затряслись, она сложила их на груди, на глазах проступили слезы. Ты не тот Обито. Уверена, я никогда не знала, что ты чувствуешь. Я была уверена, что и не скажешь. Такой ты человек». Я опустил голову. «Да, ты как всегда права. Я не тот Обито-учиха, которого ты знала. Пожалуй, такого меня и знать-то не надо». «Я не закончила», – отрезала она. «Хоть ты не тот Обито-учиха, который был и есть моим лучшим другом, чувство которого я бы никогда не узнала, полюбив другого, но сейчас передо мной иной Обито, тот, что набрался сил сказать, тот, что не стал тлеть надеждой и выбрал действие. Хоть ты отличаешься, но именно такого тебя, целеустремленного, с огнем в глазах, с надеждой и упорством, такого Обито-учиху я полюбила». Я обомлел. Маленькая Рин говорила так по-взрослому, будто бы не я тут пережил целую жизнь. Я взял ее за руки. Она легонько всхлипывала. В эту секунду я не отдам судьбе свое счастье, и пусть на меня свалится хоть метеорит, я сделаю то, что столько лет не мог. Я приложил руку к щеке Рин, она взглянула на меня, вся покраснев. «Прости, я не мог и подумать о том, как тебе тяжко. Ты столько ждала моих действий, что уже привыкла видеть во мне друга. Неудивительно, что какаша, который никогда не отступал от своих слов, смог тебя зацепить. Но я не отдам тебя никому, слышишь?» Она слегка кивнула. Кажется, будто бы она не дышала. «Я стану сильнее и смогу создать путь для нас всех, поэтому будь
со мной, хорошо? А я буду с тобой. Всегда. Рин взялась за мою руку своими теплыми и влажными от слез ладошками. Такова цена за выбранный путь. Даже если тучи затянули это небо, в конце за ними будет солнце и радуга. Весь вопрос в том, готовы ли вы переждать этот дождь, встать под одним зонтом и с близким человеком, несмотря на трудности, выстоять этот ливень, даже если вам придется промокнуть до нитки. Думаю, ответ очевиден, если прислушаться к своему сердцу. Мы стояли вдвоем, я и Рин. Ее теплые объятия очищали мою душу, а аромат, что исходил от нее, навевал далекие воспоминания. Провожая ее до дома, я держал Рин за руку не потому, что хотел подчеркнуть статус, а потому, что столько лет этого желал. Крепко сжимая ее ладошку, я считал секунды, не желая терять этого времени. Я не смог добиться счастья в той жизни, но для этого обета я не пожалею сил. Продолжение следует.